на MonoArt. Это приложение для iOS, которое превращает все, что видит ваша камера, в олдскульный ASCII арт-эффект в реальном времени. Приложение уже есть в App Store, оно работает плавно, у него есть настройки и варианты эффектов, импорт фото и звуки с хаптик-эффектом. Но один важный момент. Я не разработчик, я дизайнер. Я не написал ни одной строчки кода своими руками. Всю работу за меня сделали AI-инструменты Cursor, ChatGPT и Claude Code. А если вы, как и я, давно сидите в Figma, пытаетесь что-то сделать, делаете только макетики и мечтаете о том, чтобы воплотить их в реальную жизнь, но боитесь кода, это видео для вас. Сегодня я честно расскажу, как я прошел этот путь от идеи до публикации моего приложения в App Store. Погнали! Все началось несколько месяцев назад. Тогда только вышла 5-я версия где-то GPT, и появился в ней Canvas. Давненько это было. Я просто игрался с прототипами с этой новой версией и увидел в примерах видео, что можно подключить камеру ноутбука прямо в Canvas. В тот период я как раз искал идеи, что можно было задизайнить, и как раз залипал в Pinterest в поисках каких-то идей в плане визуальных. У меня начали вылезать какие-то пиксельные, глитчевые картинки, которые мне как-то отразились в моей душе креативной. И у меня в голове щелкнуло: стоп, так можно же собрать этот прототип прямо в Canvas, типа в HTML. Я просто проговорил идею в чат GPT, он подумал несколько минут и выдал мне HTML файл, в котором все работало. Это была словно магия для меня. Камера моего MacBook выдавала отличную картинку, в этом прототипе все было плавно, гладенько, так все отлично, быстро работало. Я тут же начал накидывать какие-то новые фичи, это все было так легко, типа они реализовывались. Я добавил функцию смены цвета, добавил еще другие эффекты, и тут подумал: я шо, разработчик? Окрыленный таким успехом, на десктопе я решил открыть эту версию прототипа на мобильном устройстве, потому что, хотелось бы использовать эту камеру, смотреть этот эффект, не быть привязанным к веб-камере. И тут пришло первое разочарование. Прототип не работал, так как телефон не давал разрешения на использование камеры. Возможно, у меня были кривые руки, но я так и не смог добиться от чата GPT решения данной проблемы. Чат GPT не смог оптимизировать данную версию, у меня никак не получалось выбить из него какое-то готовое решение, и я понял, что мне нужно реализовывать какое-то нативное решение. Так и родилась идея моего приложения MonoArt. Я дизайнер, поэтому я начал с анализа конкурентов, поиска референсов и ближайших по духу продуктов. Затем я перешел к дизайну. Хотелось какой-то эстетики ретро-футуризма, старых CRT мониторов и чего-то минималистичного. Примерно за неделю я собрал в Figma то, как я себе представлял это приложение. Для реализации первой версии приложения я решил воспользоваться курсором, так как в то время он был на хайпе и выглядел как готовое решение для реализации подобной задачи. Я начал описывать макеты в текстовом виде, чтобы у ИИ-агента было представление о том, что я хочу получить от него и как это должно работать. На это ушло очень много времени, так как это была такая подробная инструкция, из чего это все состоит и как это должно работать, в каких состояниях работают компоненты и так далее. Вообще я чувствовал, что я создаю эту инструкцию для конченного дебила. Сначала я решил делать приложение под Android, так как у меня был мой смартфон, и я слышал, что в Android Studio добавили и агента Gemini, поэтому выбор пал на него, но с использованием курсора. Спойлер, это было ужасно.
После завершения описания макетов я подключил MCP Figma курсор и выгрузил всю инфу, то есть это подробный промпт, JSON токены с цветами, спейсингами, скруглениями. После того, как курсор увидел контекст, который я в него загрузил, он создал что-то типа структуры проекта, начал писать какую-то архитектуру, начал создавать файлы с контекстом и создал что-то типа библиотеки компонентов для Android. В целом так и началась разработка моего приложения. Ну, началась разработка, это громко сказано, так как я в процессе скомпилировал приложение на Android через Android Studio, и это было ужасно. Движок, который должен был переводить из камеры картинку в символы, делал это максимально криво, то есть сетка символов, она разъезжалась, при этом картинка, которая получалась, она была отражена по горизонтали и по вертикали, ну, то есть это требовало огромного дебага. При этом мне не хватало токенов, которые давал курсор на бесплатном режиме. Поэтому я нашел решение, как его можно обузить. Так я себе оформил подписку Pro, на какое-то время ее хватило. Получилось допилить приложение до MVP-версии, но без работы импорта фото и каких-то других мелких функций. Уже на тот момент я себе купил аккаунт разработчика в Play Market для того, чтобы понять, как опубликовать приложение. Как только я начал изучать эту тему, я столкнулся с огромным для меня подводным камнем в виде того, что когда ты публикуешь свое приложение в Play Market, нужно, чтобы его протестировало минимум 20 человек в течение 2 недель, чтобы они заходили каждый день в твое приложение. У меня не было столько знакомых, которые будут этим заниматься, и за этим нужно следить, потому что по-другому, я думаю, не будут 20 человек заходить ежедневно в приложение и что-то в нем делать. По итогу мне пришлось остановиться и принять тяжелое решение, о котором я уже думал. Выкинуть месяц работы и начать делать это все для iOS. Обычно у Apple долгая регистрация аккаунта разработчика, но таких проблем с публикацией приложения обычно не возникает. То есть 20 человек, которые будут тестить твое приложение, там такого правила нет. В этот раз я подошел к делу умнее. Я понял, чтобы AI-агент работал хорошо, ему нужен максимально подробный контекст. Я задокументировал в Figma все элементы, все компоненты интерфейса и описал логику каждого экрана. На этот момент я уже начал использовать кодекс от OpenAI, чтобы он проанализировал компоненты, которые создали до этого для Android, и конвертнул их в некую базу для Swift. После этого я начал кошмарить курсор с открытым проектом в Xcode. И на мое удивление, на iOS движок работал гораздо лучше, чем на Android, и в целом приложение было гораздо отзывчивее. Это было приятным сюрпризом после кривого Android движка. Но вот перенос интерфейса из Figma в Swift UI — это был отдельный ужас. Забудьте про эти истории, как я сделал Figma копию Uber и реализовал ее за 1 час. Это все полнейшая брехня. Реальность — это недели упорной долбежки. Вы можете сказать: ну вот этот вот чел, он создал приложение, а оно работает, и он его сделал там за 2 дня. Не спорю, оно работает. Но как только ты начинаешь пользоваться подобными приложениями, как только ты открываешь эти прототипы с этими макетами, которые делает Claude Code или курсор, в которых нет заложенного вот этого контекста подробного, максимального, ты видишь, что это сырой продукт, который нельзя масштабировать, и пользоваться этим в целом не хочется. Да, они могут это сделать, но как ты это будешь поддерживать, как ты будешь это показывать другим пользователям?
Это хороший старт, но никак не полноценное приложение. Разработка в Cursor у меня была такой. Я создавал новый чат под новую задачу. Обычно я использовал Claude Sonnet 4.5. Я закидывал туда контекст, закидывал ссылки, допустим, с Figma MCP, и какие-то скриншоты. Смотрел результат после загрузки Xcode, то есть если билд проходил, все без ошибок, я запускаю это на виртуальной машине или запускаю на айфоне через тест. Если все окей, круто. Если нет, пробуем еще 3-4 итерации в данном чате. Если все по-прежнему, нет никаких положительных результатов, закрываем чат, отменяем все изменения кода, заходим в новый чат, пробуем как-то дописать данный промпт, сделать его более подробным. Строго расписываем задачу, добавляем ссылки, добавляем изображения с дизайном, если это касается интерфейса. Только таким образом я смог допилить текущее приложение до такого вида, то есть такими итерациями, постоянным дебагом ничего не получается с одного промпта. Пока что, к сожалению, данные инструменты на это не способны. Так я допилил интерфейс моего приложения, добавил функции, которые хотел реализовать. Это импорт фото, это различные эффекты в ASCII стиле, настройка сетки, контраст. Приложение начало обретать форму. В процессе использования курсора я начал замечать одну вещь, что если ты используешь не автоматическую модель, а какую-то выбранную, то твои запросы очень резко могут закончиться в какой-то момент, особенно если ты это делаешь в одном чате и не суммируешь весь результат, который был сделан в данном чате. Как я понял, в курсоре они дают при выбранной модели, конкретно в Sonnet, примерно 255 сообщений, то есть запросов в месяц. При этом я начал сравнивать с Claude кодом, он уже тогда становился наиболее популярным. И я заметил очень интересную деталь. Если взять подписку Claude Code и ты потратишь все токены, то ты сможешь продолжить работу через 5 часов. Типа сессия обнуляется, и ты можешь дальше продолжать. Прикиньте, это же круто. Вот это, я считаю, для людей сделано, потому что в курсоре у меня просто останавливалась работа на неделю, допустим, и я не знал, типа, как я могу продолжить работу. Я же не работаю с кодом. И в данный момент, когда я купил подписку Claude Code, я начал с ним плотнее работать и решил продолжить реализацию некоторых функций. Тогда я как раз хотел реализовать онбординг в моем приложении, чтобы пользователь понимал, как им пользоваться. Я также собрал новые экраны Figma, описал их полностью. На тот момент, кстати, я понял, что я неправильно отдавал ссылку, либо Figma обновила этот момент в MCP Figma, то есть там копируешь ссылочку и отдаешь ее в Claude Code, и он видит не изображение твоего интерфейса, а именно видит код его. И после этого все реализации, то есть запросов моих, они проходили гораздо быстрее, чем были до этого. То есть, если я на какую-то реализацию функции тратил до этого 10 итераций дизайна, то есть какого-то дебага, то после вот этой правильной ссылки Figma это занимало примерно 2-3 итерации. После реализации онбординга я занялся мелкими фичами. Мне хотелось как-то их добавить в приложение, чтобы оно как-то ощущалось приятнее. Я добавил хаптик эффект с Swift и некоторые звуки на эффекты. Также добавил раздел About, добавил туда ссылки на сайт, на политику конфиденциальности,
на свои контакты и повторил там ссылку на анбординг. Также я в какой-то мере оптимизировал версию для iPad, чтобы также можно было пользоваться приложением и на планшете. Но сейчас она выглядит немного косячно, я уже увидел это в планах доработать. В итоге интерфейс получился таким, каким я его задумывал, таким, каким он был в Figma. Это заняло приличное количество времени, но, как по мне, оно того стоило. К сожалению, я не могу сказать, что получилось все с одного промпта. Чаще правка багов состояла из каких-то мелких эффектов, где-то иконка была не того размера, где-то там отступы не те были, где-то скругление. Да, это мелкие баги, но когда таких багов много, они визуально изменяют твое приложение, и оно уже не такое, как ты задумывал. Опять же, не обошлось правки собственными руками. Все-таки я лез в код своими руками и поправлял где-то визуальную часть данного приложения, параллельно разбираясь как в архитектуре, так и в визуальной части, так и в самом Xcode. Повторюсь, если ты ищешь какую-то волшебную таблетку, это не этот случай. Тут нужно конкретно попотеть, чтобы добиться желаемого результата. Когда приложение было готово, встал новый вопрос, как же это опубликовать? Как оказалось, требовалось немалое количество информации для публикации приложения. Я уже знал, что мне нужна иконка, что мне нужны скриншоты для сторов, какое-то описание приложения, но я также не знал, что мне нужна политика конфиденциальности, term of use. Помимо этого требовался лендинг. Я знаю, что можно опубликовать страничку на GitHub и использовать ее, но я хотел делать какой-никакой продукт, поэтому хотел сделать нормальный лендинг для данного приложения. Скриншоты я делал в ретро-стилистике, оставил там пару неких пасхалок, посмотрим, кто заметит, кто пойдет в стор качать это приложение. Лендинг для данного приложения я собирал на Framer, так как уже был знаком с этим инструментом. Я собирал себе портфолио, используя данный инструмент. Если кто хотел собрать себе какое-то портфолио, от всей души советую, потому что инструмент очень простой и чем-то напоминает фигму. Думаю, дизайнеру нетрудно будет вкатиться в разработку портфолио или какого-то иного лендоса. Также в Windows мне удалось встроить ASCII-эффект. Его я еще разрабатывал тогда, когда делал прототип в ChatGPT. И я его успешно вставил как компонент в лендинг. Его можно также попробовать. Кстати, к плюсам фреймера, да, там можно создавать собственные компоненты с помощью кода. С этим мне успешно помогал ChatGPT. Я создавал курсоры, какие-то карусели, вот этот вот компонент с ASCII-эффектом. Ну, то есть это довольно гибкое решение, которое может понадобиться в работе или в своих каких-то сайтах. После лендинга я начал заниматься политикой конфиденциальности, начал изучать в этом направлении, искать какие-то видео, как это делается, где это делается. В итоге я нашел некоторые сайты-конструкторы, которые позволяют сделать это, ответив на некоторые вопросы по составу твоего приложения. После заполнения такой информации я получил сайт с данной политикой. После этого я решил закинуть ее в чат GPT, чтобы проверить на ошибки или какие-то недочеты. Он заметил несколько ошибок, которые были допущены, которые не соответствуют моему приложению. Он их поправил, я скопировал данную политику и вставил себе на сайт на Windows. Тут он тоже мне пригодился как хранилище политики конфиденциальности. И вот я в Xcode добавляю иконку приложения, нажимаю кнопку архива, и вот он финал. Я заполняю последние данные в кабинете разработчика в приложении, загружаю туда скриншоты, добавляю там адаптивы для iPad, загружаю иконку,
политику конфиденциальности, ну, то есть всю информацию, обновляю сайт на фреймере, вношу изменения в само приложение, в билд последний, чтобы там внутри ссылки сохранялись на актуальную политику конфиденциальности, на лендинг, и нажимая кнопку архив, он отправляется на проверку. И да, у меня это получилось. Я опубликовал свое приложение, которое я придумал в фигме и реализовал с помощью AI-инструментов. Я доказал себе, что дизайнер в 2025-2026 году может это сделать в одиночку. AI-инструменты — это не волшебная палочка или волшебная таблетка. Это ваш терпеливый разработчик Джун, который будет выполнять все ваши хотелки и пытаясь довести это до какого-то рабочего результата. Если вы умеете ставить задачи и понимаете, как оно должно работать, то у тебя получится так же. Ссылка на MonoArt будет в описании. Если интересно, установи, потыкай, попробуй и дай какую-то обратную связь. Я также оставлю свой канал в Telegram, свои контакты. Ты также можешь, если ты установишь это приложение, найти мои контакты внутри приложения. Подписывайтесь на канал, планируется много нового. В процессе написания сценария, съемки данного видео, монтирования его я уже начал реализацию других инструментов, которые мне понадобились в процессе и просто для жизни. Поэтому я планирую дальше развивать данный канал и писать о своих успехах в вайп-кодинге. Всем удачи и успехов в разработке. Пау. Кринж.